Всем привет! Меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индии». Друзья, давненько мы с вами не катались на поездах. И вот сегодня у нас появится такая возможность. Погодка сегодня у нас солнечная. Вы видите, Артур открыл зонт. Светит солнце, друзья, и очень сильно парит. Настолько жарко. У нас, конечно, в Матаране совсем другое дело. У нас там климат просто прекрасный. Я уже соскучилась по этому квесту, когда надо успеть сесть. Смотрите, люди заскакивают на ходу, но мы так не делаем. Парам бы мог, но не со мной, не с Артуром. Не удалось нам сесть, прошляпил Парам. Теперь будем стоять. Ну, наверное, не 2 часа. Я думаю, что, может, через час люди сойдут. Но час так точно будем стоять. Слава богу, друзья, уже сидим. Нашелся джентльмен, который уступил нам место. Ну, я, правда, так громко кричала, возмущалась на Парама за то, что он такой простофиля, упустил место. В самом начале было огромное количество свободных мест, а он какой-то такой нерасторопный. Вот. Ну и, видимо, люди услышали, поняли, что эта женщина не закроет рот всю дорогу. Приехали в Мумбаи. Приехали мы сюда не просто так. Мы хотим навестить в больнице маму Умешбая. Кто такая мама Умешбая и кто такой Умешбай, спросите вы. Ну, на самом деле, я сама его не очень хорошо знаю, а его маму я видела всего пару раз в жизни. Парам сейчас угостил бедного человека водопавом. Он несколько купил в поезде, чтобы покушать, но сам не съел. И вот здесь так вполне нормально для Индии угощать едой бедных людей. Вот, друзья. Ну и по поводу мамы Умешбая, я тоже вам не просто так это рассказывала, чтобы вы поняли, в принципе, какие здесь традиции. Не везде так принято, в некоторых странах не принято даже особо там своих близких родственников навещать в больнице. А здесь вот так вот. Здесь нельзя оставлять наедине с бедой человека. Все приходят на помощь. Ну, конечно, Парам Умешбая знает гораздо лучше, чем я. Он часто приходит в отель. Парам с ним общается, когда тот приходит попить чайку и так далее. My channel name? This is my channel name, «Замуж в Индию». Школьники пытались попасть в кадр, а потом все-таки один не растерялся, решил спросить, ну что это ему дало? Я думаю, вряд ли он запомнил и тем более сможет написать на русском языке это название моего канала. Да, так вот, друзья, мама Умешбая заболела, у нее рак гортани. Вот. Ну и все жители поселка, то есть, чтобы вы понимали, не только родственники, близкие, а даже вот такие вот, ну, просто знакомые, обязаны поддержать эту семью финансово. Но это так, знаете, кто сколько сможет, конечно же. Конечно, там какие-то влиятельные жители Матарана, политики дают больше денег, это повысит их репутацию. Вот. Ну, а мы даем сколько сможем. То есть, в принципе, все примерно одинаково. Вот. Ну, и кроме финансовой помощи, плюс еще вот надо так чисто по-человечески прийти и навести человека в больнице. Это, как, знаете, инвестиция в будущее. То есть, естественно, у каждого в семье происходят какие-то неприятности, бывают разные случаи. Нам тоже когда-то помогали, я вам чуть позже расскажу. Ну, как, знаете, чтобы выжить в этой стране, где больше миллиарда людей, нужно вот так вот
друг другу помогать. Мне очень нравится эта традиция. Пора мне первый раз уже ходит навещать. Ну и мы с Артуром, конечно же, не всегда ездим. English балте? English балте? I am school boy. हाँ? You know what they said? ब्लॉक का नाम क्या है? This is वंडी ब्लॉक का नाम क्या है? block का नाम. A Russian language. यूट्यूब का ब्लॉग है ना? तो नाम क्या है? नाम? Om Ganeshaya Namah. ओम गणेश आए ना। बचाओ। Okay, bye bye. चलो। ये सारी वीडियो में आने का क्या? आने का है। आ गया देख। सकल देख। ब्लॉग था। Приехали сегодня в резиновых шлепках. Я думала, что ну мало ли сейчас все-таки сезон дождей, дождь пойдет, в кроссовках неудобно будет потом шлепать. А дождя нет, здесь сухо вообще. То есть ладно, у нас в Матаране как бы сейчас редко идет дождь, а здесь вообще, наверное, не было несколько дней. Даже луж не видно. А мы как дураки в этих шлепках, я еще в таких сердечками домашних. Ну ничего. Ну окей. ठीक है मैं मेरा हिसाब से रेट. ये कैसे किलो? Зашли сейчас на рынок купить фрукты. Здесь, конечно, огромный выбор. Мы хотим нашу больную угостить фруктами и себе тоже что-то хотим выбрать, потому что здесь огромный выбор. И вот нашли черешню, отборная, красивая, сочная черешня, но цена... Вы просто сейчас будете в шоке. 1000 рупий килограмм стоит. Wait, еще авокадо. Подожди, maybe this is not авокадо. First I want check. Говорю, надо проверить. В прошлый раз я выбросила авокадо. Я помыл вишню водой. Артур уже стянул от черешню и ест. Ты что, Артур, сейчас на нас счет даже за то, что ты попробовал, придет. Ужас, 1000 рупий, ну и цена. Тут просто, я же говорю, золото. И людей здесь практически нет. То есть я же вам уже говорила, что фрукты здесь в Индии покупают одни буржуи. Ну, это не для каждого обычного индийца по карману. У нас сейчас черешня, там можно идти по городу и рвать бесплатно. А здесь такие цены. नहीं भैया निकल के पैसे बिना सीट ऐसा लग रहा है नहीं Зрители, представьте, это черешня с турки. То есть это на английском, а на русском Турция, где мы побывали. ड्रैगन फ्रूट. Покупай, не скупить, покупай, налетайте, друзья. Очень вкусные, сладкие, обалденные гранаты. Налетайте, покупайте. Ай, какой вкусный, ароматный ананас. В общем, друзья, накупили мы фруктов на 2000 рупий. Целый рюкзак фруктов я не могу поднять. Все стоят продавцы, на нас смотрят. Боже мой, мы тут прям какое-то шоу устроили. Покажи, прям шоу. Take one, he said. О, это что, я заслужила подарок? वीडियो में आएगा बता दो। А, for video он there. Only for video он хочет сделать подарок. Окей. А потом мы поняли, а потом надо обратно положить. Представьте, какой этот продавец оказался интересный, предприимчивый. Говорит, на видео сними, как будто бы я подарил тебе ананас, возьми его, и как будто бы ты его кладешь к себе в рюкзак. Ну, а потом отдай. Он решил себе, ой, знаете, репутацию сделать, добрячка. Вот, ну, Парам сейчас покупает, он хочет, вот уже видите, здесь продаются такие уже сразу почищенные ананасы, и мы его, скорее всего, сейчас и съедим, потому что жарко, хочется чего-то такого сочного. Вместо сока лучше, я считаю, такие фрукты есть, потому что клетчатка тоже очень полезная. Купили, сейчас идем в больницу. Парам обожает этот район, старый Мумбаи. Вы видите, что здесь даже можно спокойно вот так вот прохаживаться по тротуарам, широким тротуарам. Такое в Индии не везде встретишь. Ну, конечно же, присутствует свой индийский колорит, без этого никак, но все равно немножко, знаете, ощущаю себя как в родной стране.
красивые улицы, чистые дороги. Ну, как относительно чистые дороги. Хочется, чтобы вы увидели, тоже хочется вас окунуть. О, и вот то, что я говорила, индийский колорит. Без него никуда. Люди прилегли отдохнуть. То есть для Индии это вполне нормально. Опять же, я говорю, это не какие-нибудь там алкоголики, бездомные. Это просто люди, скорее всего, ночью работали, а сейчас у них есть время немножечко прикурнуть. Мама Умешбая проходит лечение в государственной больнице Кама для женщин и детей совершенно бесплатно. Медучреждение было открыто в 1886 году. Вы видите, какое интересное здание, построенное в средневековом готическом стиле. Ходишь прям как по музею. Огромные просторные палаты. К сожалению, страшное событие, которое произошло в Мумбаи в ноябре 2008 года, коснулось и этой больницы. Персонал тогда проявил героизм, не оставили своих пациентов, отвели в безопасные места. И представьте себе, даже медсестры успешно приняли роды в полной темноте под звуки взрывающихся гранат. Вы видите, в Индии свадебное платье белое, как у нас принято. Я так думаю, что for христиан, да? Yes. Ну, католики тут же есть в Индии, и они вот так вот замуж выходят в таких нарядах. Парам так под таким впечатлением, а и он еще one more команд пришел. Понимание. Огромный выбор таких вот белых свадебных платьев. Ну тут не только белые, но индуистки выходят замуж в красивых сари, чаще всего красного цвета. Друзья, проведали мы маму Умешбая. Вы видите, жарко, как я вся в поту. В Матаране такого нет. Я не снимала ее, естественно, ей было бы неприятно. Чуть-чуть вам поснимала сам госпиталь, потому что он действительно того стоит. Вы видите, друзья, здесь под деревом напротив магазина дорогого поставили типа как алтаря. Конечно, здесь разместили какие-то другие, по-моему, там еще божества. И сделали это не просто так, а для того, чтобы люди здесь не мусорили, для того, чтобы люди здесь не плевались и не харкались. Вы представляете себе, какая хитрость? Я бы на месте индийцев вообще бы по всему городу понаставляла бы этих ганеш, и тогда бы наконец-то бы наступила бы чистота в этой стране. А мы здесь остановились, ждем сок. Артуру захотелось сока, ему фруктов мало, хочет именно попить сок арбузный. Арбуз мы не стали покупать, чтобы тащить его в такую даль. И мы с Парамом тоже выпьем за компанию Масамби. Масамби это типа, ну, цитрусовый. Chin, all the best. I give you best party for you. Вы видите, нас здесь даже уже узнают. Не то, что уже давно нас узнают. Мы сюда приходим с тех пор, когда еще не было Артура. Потом я сюда приходила в положении с животом. И вот этот вот продавец импозантный, он нас очень хорошо знает, где мы живем, где мы работаем, прям как вы. Вот, а сюда мы сегодня зашли для того, чтобы подыскать для меня наконец-то нижнее белье. Простите за подробность, но не могу никак себе. Всегда я покупала себе на родинку с запасом, но видите, все запасы закончились, а я приехать, к сожалению, пока на родину не могу. Вот так что ищу никак. А? Что? Что это такое? Антистресс. Антистресс. У тебя что, стресс? В общем, ребята, я знаю, что меня и мужчины смотрят, поэтому подробно я показывать не буду, но просто покажу вам, ну, еще с верхней частью более или менее удалось найти нормальный лифчик. А вот трусы, друзья, вот даже вот в этом магазине, вроде бы классный вообще цивильный магазин, но все вот такие вот сзади, ну вот вы видите. То есть, ну, очень много разных вариантов белья, но вот все вот такое вот закрытое. Ну, в общем, все вот такого вот плана я вам для примера показала. Нет, вообще, я не знаю, что индийские девушки или где они покупают. Если кто знает, напишите, пожалуйста.
Потому что я уже ищу. She likes it, huh? She have YouTube Yes. channel. I will never You forget. remember na? Last 10 years. Yeah. А сейчас, мои дорогие зрители, мы пришли в ресторан пообедать. Ресторан с видом на море. Я попросила Парама, чтобы мы пришли именно сюда. У меня с ним связаны воспоминания. Мы здесь сидели, кажется, что уже много-много лет назад, еще до войны, еще до локдауна. Как раз в тот день, вернее, на следующий день после того, как мы побывали в Мумбаи и посидели в этом ресторане, нас закрыли, полностью закрыли. Здесь в Индии был такой страшный локдаун, что нельзя было вообще выходить из дома. В тот день мы еще ничего не подозревали, сидели здесь и наслаждались жизнью. Ну и вот сегодня тоже сюда пришли. Парам обратил внимание, что в этом ресторане посуду принесли. Накрывают уже нам на стол горячую, для того, чтобы все микробы обезвредить. Мы уже не выдерживаем, ждем, когда нам заказ принесут, и решили свое подъесть. Вообще во многих ресторанах, во многих заведениях не разрешаются своим приходить. Я думаю, что здесь тоже, ну не знаю, здесь как-то, знаете, в Индии в этом плане лояльно относятся. У нас вообще частенько, особенно когда Артур был маленький, когда мы куда-то выезжали, я ему носила с собой еду. Я сама готовила ему, чтобы это было не острое, он же все подряд не ел. Пиццу можно есть руками, без вилки с ножом. После вкусного обеда мы пошли прогуляться на прекрасную набережную Марин Драйв. Это, кстати, самое любимое место Парама в этом огромном городе. Вечером перед закатом солнца здесь собирается много народу, сидят и встречают закат. Кто-то просто прохаживается, много молодежи, влюбленные пары. Парам много лет назад работал в Мумбаи как раз в этом элитном районе. Это было еще до встречи со мной. И в свое свободное время он приходил всегда сюда один, полюбоваться закатами, смотрел вдаль на бескрайнее Аравийское море и мечтал о чистой любви. Сейчас его мечта сбылась, но все равно, как магнитом, его каждый раз тянет сюда. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.